Друзья, всем привет! С вами канал Observer, меня зовут Артем, и сегодня у нас на обзоре ультрабюджетные бинокли от российского бренда Weber модели Weber Sputnik. Поехали! Итак, друзья, бинокли Weber Sputnik являются одними из самых бюджетных на российском рынке. И очень интересно, что за такую невысокую стоимость производитель предлагает некоторые решения, которые присущи биноклям гораздо более высокого ценового сегмента. На нашем обзоре сегодня непосредственным гостем будет бинокль 12 на 32. Давайте же переместимся к нему поближе, посмотрим на него поподробнее, ну и поговорим об остальных моделях из данной линейки. Поехали! Итак, друзья, перед нами бинокль Weber Sputnik 12 на 32. 6 моделей данной линейки можно условно разделить на две большие подгруппы. Это компактные бинокли, к которым, кстати, относится и герой нашего сегодняшнего обзора, а именно модели 8 на 21, 10 на 25 и 12 на 32. И модели полноразмерные 8 на 42, 10 на 42 и 12 на 50. Напомню, что первое число в наименовании модели означает увеличение, а второе — диаметр объективов в миллиметрах. Итак, компактные модели отличаются, собственно говоря, своей компактностью, небольшими объективами. Они отлично подойдут для туристических целей и если вам нужен бинокль, который всегда должен быть у вас под рукой и при этом не сильно вас обременять. Нужно отметить, что данные модели не оснащены адаптерами для установки на штатив. У полноразмерных же моделей вот в этом месте в центре окулярного моста имеется резьба под заглушкой формата 1/4 дюйма для установки прибора через специальный переходник на фотоштатив и ведение стационарных наблюдений. С компактными же моделями установка на штатив не требуется, они отлично удерживаются и в руке даже длительное время, так как весят совсем немного. Модель 8 на 21 202 грамма, модель 10 на 25 220 грамм и 12 на 32 также немного, всего 316 грамм. Минимальная дистанция фокусировки у всех компактных моделей составляет 4 метра, то есть объект наиболее близкий к вам, на котором вы уже сможете фокусироваться, должен располагаться на расстоянии не менее 4 метров. Угол обзора различается от модели к модели. У бинокля 8 на 21 он составляет 6,8 градуса или 119 метров на 1000 в линейном эквиваленте. У модели 10 на 25 это 5,5 градусов или 96 метров на 1000 в линейном эквиваленте. А вот модель 12 на 32 имеет наименьший угол среди компактных приборов 4,9 градуса или 86 метров на 1000 в линейном эквиваленте. Первые две модели, благодаря хорошему полю зрения, можно смело рекомендовать в качестве обзорных приборов. Ну а модель 12 на 32 лучше справится с точными наблюдениями за сильно отдаленными объектами, хотя этому будет несколько мешать достаточно маленький объектив, всего 32 мм. По идее, изображение будет несколько темноватым. Друзья, все это мы проверим чуть попозже в ходе теста. Что касается полноразмерных биноклей, то характеристики у них следующие. Модель 8 на 42 имеет угол зрения 6 градусов или 105 метров на 1000 в линейном эквиваленте. Модель 10 на 42 5,6 градуса или 98 метров на 1000. И модель 12 на 50 самый узкий из всех приборов линейки 4,8 градуса угол или 84 метра на 1000 в линейном эквиваленте. Вот эти модели точно не будут бояться недостаточного освещения. Прибор 8 на 42 можно смело отнести к обзорным биноклям, 10 на 42 эдакий универсал, а 12 на 50 отлично подойдет для точечных наблюдений. Весят полноразмерные бинокли, естественно, больше своих малогабаритных собратьев. Модели 8 на 42 525 грамм веса, модель 10 на 42 весит 509 грамм, а 12 на 50 736 грамм. Минимальная дистанция фокусировки у биноклей 42 мм объективом составляет всего 3 метра, то есть можно фокусироваться очень близко, а модель 12 на 50 имеет дистанцию фокусировки чуть больше, от 5 метров. Теперь об общих характеристиках для всех биноклей линейки. Так как это ультрабюджетные модели, то корпус у них, естественно, выполнен из пластика. Сверху нанесено некое полимерное покрытие. Оно придает, по идее, дополнительное сцепление с руками, хотя нужно отметить, что оно
оно несколько гладковатое для этих целей. Материал оптики у всех приборов это достаточно простое стекло марки БК7, но тем не менее с просветляющим покрытием, о степени которого вы можете судить по цветным бликам, вот как, например, сейчас на объективах. В целом бинокли хоть и достаточно бюджетные, но такие, нужно сказать, что крепенькие. Чуть попозже во время теста мы обязательно посмотрим, какое же изображение они выдают. Из удобств здесь, естественно, предусмотрена диоптрийная постройка на правом окуляре. Она требуется, если у пользователя разная сила зрения на левом и правом глазу. Благодаря этому диоптрийному кольцу вы можете все это дело настроить под себя. Ну и, конечно же, поворотно-выдвижные наглазники, что, кстати, достаточно большая редкость для таких бюджетных моделей. Благодаря данному механизму приборами могут пользоваться даже люди, которые носят очки, при этом снимать последние не обязательно. Ну и самое главное, несмотря на то, что приборы бюджетные, они сконструированы по современной оптической схеме с использованием RUF призм или так называемых призм с крышей, когда окуляры и объективы располагаются на одной оси. Это придает дополнительную экономию в габаритах, ну и приборы более надежные, так как у них нет внешних подвижных частей. У стандартных классических биноклей, напомним, окулярный мост при настройке фокусировки будет передвигаться вверх и вниз. Здесь же все это передвижение выполнено внутри корпуса, поэтому бинокли более защищены. Ну а в комплекте с данными приборами мы найдем чехол, в котором прибор отлично переносится и хранится, ремешок для самого бинокля, продевается он на дужке на корпусе, ну и салфетку из микрофибры для протирки линз. Оптику нужно держать в чистоте, чтобы она долго радовала у вас качественными наблюдениями. Друзья, ну а теперь давайте перейдем к тесту. Итак, перед нами изображение из окуляра бинокля Weber Sputnik 12×32. Область, за которой мы наблюдаем, находится на расстоянии порядка 100 метров от нас, и благодаря 12-кратному увеличению прибора мы видим ее так, как если бы находились всего в 8 метрах при просмотре невооруженным глазом. Изображение, как мы и предполагали, несколько темноватое, однако никаких искажений на картинке не наблюдается. Очертания и детали объектов достаточно четкие, цветопередача на высоком уровне, придраться практически не к чему. Хотелось бы напомнить, что наш способ съемки камеры через окуляр прибора априори ухудшает общее качество изображения, и глазом вы увидели бы большее количество деталей. А вот так выглядит область, за которой мы наблюдали без какого-либо увеличения. Что ж, друзья, как и ожидалось, у модели 12×32 немножко темноватая картинка, что в принципе не удивительно с такими характеристиками. Во всем остальном прибор оставил только положительные впечатления, тем более учитывая его невысокую стоимость. Друзья, действительно, за данные небольшие деньги производитель предлагает очень многое из того, что не свойственно таким ультрабюджетным приборам. Если вы ищете недорогую оптику, то я могу смело рекомендовать вам приборы Weber Sputnik. Друзья, я надеюсь, вам было интересно. Если у вас остались какие-то вопросы или пожелания по тематикам будущих роликов, обязательно все это оставляйте в комментариях. Давайте общаться, мы всегда рады общению с нашими подписчиками. Не забывайте ставить лайки, подписывайтесь на наш канал, а также обязательно нажмите на кнопку колокольчик, чтобы быть в курсе новых роликов на нашем канале. Ну а я с вами прощаюсь, всем пока!